Ладно, в этот раз я решил все-таки начать ролик не с утопления, не буду я топить эти телефоны. Ой, ну, точнее, топить я буду, я не буду их топить в соленой воде. А так, в принципе, ну вот сейчас вы видите, что Xiaomi 13, если даже его немного помучить, опять же, все тесты были до того, как я начал это с ним делать. Отрабатывает, помоем его, чтобы вот эта глянцевая поверхность, которая благополучным образом постоянно пачкается, если ты используешь его без чехла, стала потребнее. Притом в жизни она лучше выглядит, потому что когда ты его снимаешь и видишь вот эти вот все штуки, она выглядит аккуратно. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы увидите обзор на великолепный и ужасный смартфон под названием Xiaomi 13. Чем отличается Xiaomi 13 в принципе от всего, что я тестировал за последний год? Вот если вы посмотрите 14 Pro Max, K60 и получается 13 Xiaomi, по габаритам это реально малогабаритный смарт. Он пузатый, разумеется, то есть компактом, суперкомпактом его не назовешь, но даже в моей маленькой руке его держать удобно. Какие еще у него положительные моменты? Это, разумеется, супер-супер хороший процессор. Почему? Потому что Gen 2 уже сделали оптимизированным. Это дело благополучно прошло тест, который я проводил, когда я тестировал данное устройство при игре в Apex. Параллельно на Твиче вы можете посмотреть на лайв-канале запись. У него была автономность, конечно, не супер-мега хорошая, но лагов не было, пин не падал и все остальное было хорошо. Да, у него со съемкой, допустим, того же фото по мне какие-то проблемы. Почему? В автомате ночью он великолепно не фотографирует, он фотографирует великолепно, к сожалению, только когда вы включите ночной режим. Если говорить о детализации в съемке видео, ну 13 Pro лучше было, Vivo X90 Pro лучше было. И вроде бы я сейчас вначале должен вас заманивать и рассказывать что-то супер хорошее про этот смартфон, с одной стороны. С другой стороны, вы же сами прекрасно понимаете, что вот эта штука, она реально уникальна. И у нее могут быть свои минусы, свои плюсы, о них я обязательно расскажу. Сейчас вы видите картинку на Sony FX3, после этого вы увидите картинку на iPhone 14 Pro Max и на, разумеется, собственно, сам Xiaomi 13. Сможете оценить. Потом я перейду на другую локацию, будет много примеров. Почему много примеров видео? Все очень просто. Эти штуки минимум на 50% стоимости состоят из того, что мы платим за их камеры. Да, здесь нет, спойлер сразу, направленного микрофона, вы видите, здесь нет мини-джека, кому он нужен, но в принципе все необходимые Bluetooth кодеки для того, чтобы вы получили какое-то супер-мега приятное качество, здесь есть. Если говорить про какие-то космические штуки, больше 126 тысяч, внимания, в storage-тесте в Antutu. Если говорить простым языком, я в шоке. Я такого не видел. Смотрим. Так, мы должны запомнить, что вход писался на Sony FX3 вместе с родовскими микрофонами. Я не буду извращаться и подключать их сейчас то к одному, то к другому смартфону. Сейчас вы слышите с 14 Pro Max звук. Та-да-дам! Теперь вы слышите с Xiaomi 13. И так работают их микрофоны в сравнении друг с другом. Почему с 14 Pro Max? Потому что, в принципе, если вы находитесь в состоянии того, что вы умеете покупать, вы прекрасно понимаете, что Xiaomi 13 это половина стоимости 14 Pro Max. Ровно половинка, если вы будете покупать на 256 гигабайт что одну, что другую версию. Плюс, разумеется, появится глобалка. У Xiaomi 13 сейчас на данный момент глобалки нет. Нет, к сожалению, 7 и 20 бенда. В больших городах это не актуально, но все-таки вот сейчас, опять же, почему я акцентирую внимание на входе, я никогда не пишу под вход текст. Почему? Потому что я тестирую устройство. После того, как я тестирую устройство, у меня появляются мысли, я пишу текст на весь обзор, но вход и выход у меня происходит таким образом, что я просто включаю камеру и начинаю вам вещать, что я запомнил. Почему? Потому что это и есть ощущение. И так про любой смарт. Ни один вход или выход я не писал. Если говорить о устройстве простым языком, он хорошо снимает, не лучше всех. Если говорить об устройстве простым языком, в моих небольших лапах это устройство максимально комфортно для игры, максимально. Если говорить о каких-то вещах, которые не хорошо его характеризуют, это, разумеется, панель. То есть, когда ты его трогаешь без чехла, он превращается в что-то, как, мягко скажем, непотребное.
Поэтому, по большому счету, я все карты вам раскрыл. Сейчас вы увидите результаты тестов. Они будут не только хорошие, к сожалению. Сейчас вы еще, возможно, увидите во входе съемку на улице. И после этого, разумеется, мы с вами сможем сделать вывод, насколько хороший ли смартфон. Притом он будет, разумеется, только на этот смарт. Смотрим. Ну и, к слову, вот максимально возможные возможности масло масляное двух фронталок. Одна 14 Pro Max, вторая фронталка у нас от Xiaomi 13. И мы смотрим, что происходит в ужасных условиях обстановки. Вы видите, по большому счету, разумеется, сравнивать здесь нечего, но по большому счету, еще раз повторяю, что даже любой iPhone мог бы так же. И, наверное, к сожалению, на фронталке у Xiaomi денег не хватает, зато хватает денег на маркетинг. Немного разницы по работе в помещении. Вы сейчас видите, насколько быстро реагирует один или второй смартфон. Все, получается, завязано и подключено таким образом, чтобы ничего не гуляло, но опять же что-то гуляет от того, что у меня рука трясется. И вот так вы сможете себя снимать на фронталку. Кстати, здесь уже неплохо один и другой справляется. Но вы видите, да, что где-то мы видим облака, а где-то нет. Где-то у нас зелень, а где-то нет. Но это фронталка. Если говорить об основной камере, все-таки об автофокусе, вот смотрите. Допустим, раз, два. И слежение у нас идет. Видите, Xiaomi более-менее справляется, но вот был глюк. Вот про что я говорю. Это не потому, что она выпадает у нее из картинки, а просто потому, что это не яблоко. Чтобы кто-то не пытался меня разубедить и говорить: Саня, ты понимаешь, что фактически никому это не надо. Надо, когда ты объекты снимаешь очень сильно. Ну и резюмировать сравнение я бы хотел довольно просто. И та, и другая камера достойна, и та, и другая камера при выгрузке в телеге даст вам примерно одни и те же результаты, и по большому счету даже при выгрузке на YouTube. Поэтому решать всегда вам. По мне, все хорошо и там, и там. Но яблоко, конечно, для именно съемок как ютубера меня рулит. Напоминаю, что оно у меня даже в Binance подтормаживает. И напоминаю, что мне не то, что так не хочется делать обзор, но я до сих пор еще на 14 Pro Max обзор так и не сделал. Хотя уже давно им пользуюсь. Распаковка. Поставляется Xiaomi 13 в белой минималистичной коробке, не в черной, как Pro-версия, обзор на которую уже, разумеется, был на канале. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Пакинг стандартный, в комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под сим-карты, краткую информацию, обыкновенный силиконовый чехол, сам смартфон, кабель с USB-A на USB-C и блок питания на скромные 67 Вт. Слот здесь прорезиненный на 2 сим-карты. Весит смартфон без чехла 189 граммов. А габариты составляют 152 на 71 на 9 мм с блоком камер, а без блока камер 6,8 мм. Он довольно легкий и компактный. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. С марта буду разыгрывать Mi Band 7. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где обкатываю все до обзора. Полетели. Приобрести данный девайс можно в черной, белой, зеленой и голубой расцветке. Тыльная часть тактильно приятная, выполнена она из стекла, а в голубой расцветке тыльная часть выполнена из эко-кожи. Рама алюминиевая, сборка отличная, как и качество материалов, но корпус очень маркий, а в чехле смартфон сильнее греется. Дизайн устройства лично мне больше импонирует, чем дизайн 13 Pro, ко всему тринашка более удобная в использовании. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, как и в Pro версии, и учитывая фото и видео возможности его, это очень странно, я отнесу это к минусам откровенным. Далее есть микрофоны, стереодинамики, звучание здесь отличное, громкости достаточно. Имеется сертификация Hi-Res Audio Wireless, а также на борту Dolby Atmos. При доустановке звучания на борту, как и кастомный эквалайзер. Мини-джека не завезли, а AK-порт стандартно для Xiaomi в наличии. Смартфон имеет водонепроницаемость класса IP68. В начале ролика вы могли наблюдать, как я топил данный смартфон. По итогу, на момент выхода ролика Xiaomi 13 спокойно функционирует. Но где-то часов
часов 8 записывать на него ничего нельзя было, потому что микрофоны захлебывались, притом звонить можно было без проблем. Очень странно. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,38 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Как по мне, за данную стоимость совсем нехорошо. Могли бы все серьезнее сделать. Есть поддержка Dolby Vision, HDR10+. Также используется технология для улучшения качества изображения на базе I, но это тоже не новое. И защита зрения. Плотность пикселей 414 ppi с небольшим запасом. Яркость 1200 нит, а пиковая яркость максимально для Android-устройств 1900 нит. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно. Пользоваться смартфоном можно без проблем даже на солнце. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, авторежим также на борту, как и 60 Гц, но 120 Гц отрабатывают, как всегда, и не везде. Но с другой стороны, они не везде и нужны. Тач на 240 Гц, тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат нормальный, но не топовый. И опять же, это абсолютно не топовое значение 240 Гц, ниже среднего, скажем так. DC-димминг на борту, показатели шима вы можете наблюдать на экране, как и график. На 100% яркости шим 9%, на 50 32, на минимальной 26, на нуле 11. Результат неплохой, но, конечно, хотелось бы, чтобы шим был меньше 20-25%. Автояркость отрабатывает в целом корректно, Always On Display в наличии. Далее, мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но завести несколько отпечатков одного и того же пальца можно, в моем понимании, лучше, когда нельзя завести один и тот же палец несколько раз, как у, допустим, тех же Vivo. Распознавание лица срабатывает даже под углом, завести можно до 2 лиц, что стандартно для Xiaomi. Но плохо, что можно завести 2 одинаковых лица, и он не ругается, говорит, все нормально. Подбородка нет, от экрана у Xiaomi 13 я ожидал слегка большего. Так как вы заметили, разрешение не космос, хотя и неплохо, тач всего 240 Гц, а вот за автояркость плюс и цветопередача отличная. И как всегда, в карму огромный плюс, что это не водопад, то есть экран здесь у нас прямой. Персонализировать экран и интерфейс под свои предпочтения можно без проблем, так как функций на борту более чем достаточно. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота которого 3,2 ГГц, также установлен Xiaomi Surge G1 чип. Графический процессор Adreno 740, за охлаждение отвечает система VC площадью 4642 мм квадратных, операционная система MIUI 14 на базе Android 13 версии. Обновление прилетало сразу же после распаковки. Русского языка, как вы уже поняли, нет, но есть английский язык. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Виртуальное расширение ОЗУ на борту, но мы все знаем, что это маркетинговый ход, хотя с другой стороны здесь внутренняя память UFS 4.0, и на выбор здесь 128, 256 или 512 гигабайт, но в 128 стоит UFS 3.2, поэтому меньше 2,5 не берем, тем более карточку памяти сюда не запихать. Железо отличное, имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть. Для 4G нет 7 и 20 бенда, если вы не в большом городе, либо не в городе, то это может быть критично. Хотя все зависит от оператора. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, не подводили, что радует. Вибромоторчик не топовый, но хороший, тактильно он приятный. Bluetooth последней версии 5.3, NFC поддерживается, можно установить MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает точность 3 метра в городских условиях, что стандартно для Qualcomm. Ловит, в принципе, быстро. Емкость аккумулятора стандартная 4500 мАч, могли бы и побольше запихать, но на день лично мне его хватает, потому что в PC-марке смартфон выдал шикарные 9 часов 4 минуты. И это прям космос. Притом тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости, без автояркости. Смартфон поддерживает технологии быстрой зарядки Mi FC версии 2.0, Quick Charge 4.0 и Power Delivery версии 3.0. Быстрая зарядка по кабелю на 67 Вт, что скромно. Беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная на 10 Вт. Можете беспроводные наушники от него заряжать. Заряжается он от 0 до 35% от родного адаптера питания за 10 минут, от 0 до 50 за 17 минут. Полный цикл зарядки у меня занял 44 минуты. При просмотре роликов на YouTube за 1 час ушло 9% заряда. За 1 час при одновременном стриминге на Твиче и игре в Apex уходит 23% заряда. То есть в играх у нас в среднем уходит 21-23% заряда. Показал при этом смартфон себя хорошо, но не на ультра настройках, разумеется. Вообще автоматические настройки он определил довольно скромные. Посмотрите на лайв-канале запись этого стрима и поймете, что смартфон подстраховывается. В играх он не фризит, да, изредка проскакивают лаги, но это из-за сети в первую очередь. В целом картинка плавная,
стабильно, играть можно без проблем, пинг не слетает, как у некоторых девайсов, не будем вспоминать каких. От BBK. Нагрев у него стандартный, сильно не перегревается, яркость не понижал, что хорошо. В Genshin Impact дела обстоят при 60 FPS, показывает, что все плохо и подтормаживает. К слову, Genshin запускается за 26 секунд, что довольно быстро. Перейдем же к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 369 гипсов минимально, максимально 476 гипсов, в среднем 412 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в синглкоре 1435 и в мультикоре 4678. 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 3672, Wildlife Stress Test 13100, Wildlife Extreme Stress Test 3742, Antutu выдал результат в 1 246 000 попугаев. Storage Test показал лучший результат, чем у Pro версии 127 000. Это прям космос. 55-минутный стресс-тест прошел не идеально, до 20-й минуты все было радужно, а после 20-й прям плохо. Хотя и до 20-й можно не сказать, что радужно. Результаты вы можете наблюдать на экране. Результат теста искусственного интеллекта ультра маленький, мне кажется, под него его просто не запилили. 125 000 в синтетике. Xiaomi 13 показал себя лучше, чем 13 Pro, и это факт. Да, не намного, но лучше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED вспышки. Направленного микрофона нет, а хотелось бы. Над камерами Xiaomi поработали совместно с Leica. Основной сенсор Sony IMX800 на 50 мегапикселей с Hyper OIS стабилизацией. То есть у нас здесь не только цифровая, но и оптическая. Сверхширик на 12 мегапикселей, телеобъектив на 10 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, 4К 60 FPS также на борту, но все еще для 4К нет 120 FPS. А у 9 Pro OnePlus был. Цифровая стабилизация также на борту, как оптический зум вместе с цифровым. Используется профессиональная оптика от Leica, насколько она профессиональная может быть в смартфоне. В стоке много различных режимов, фильтров и вспомогательных функций. Фронтальный сенсор SMOS BSI Black Side Illumination на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps, даже 60 fps нет, что прям космический фейл. Ночные фотографии при слабом освещении на основной модуль получаются практически без шумов. Картинка детальная, но и слегка мыльная, как, к слову, и на фронтальный сенсор. В местах, где можно увидеть много вывесок и света, ночью фото получаются отличными. Видеосъемка с основного сенсора хорошая, картинка отлично стабилизированная, но даже в помещении есть шумы. Если сравнивать с основным сенсором на iPhone 14 Pro Max, то у Xiaomi 13 картинка в целом такая же, но если присматриваться, можно заметить, что она менее детализированная, более сглаженная, также автофокус иногда прыгает, картинка более контрастная и цвета слегка перекручены. Опять же, это мое наблюдение. YouTube может все переиграть. И то, что вы сейчас увидите, анализируйте сами. Короткие примеры вы сейчас увидите. Так, ультраширик, ночь, максимальное разрешение для ультраширика 4К 30 FPS. И, разумеется, ничего не видно, это не удивительно, но чтобы вы знали, что ночью нет смысла снимать с него. Основная камера 4К 60 FPS, съемка с двух рук, ночь. Вот так будет смартфон, огоньки всякие записывать. Если делать X, не самое худшее, что я видел, X6. По поводу фотографий, фотографии шикарны, но только в режиме ночи, в авторежиме нет. Если брать автофокус ночью, как отрабатывает, пока не отрабатывает. Пока не отрабатывает, будем считать, есть. Долго думает, но обучается. Главное, обучаем, правда? 4К 60 FPS, тест при довольно противном освещении, то есть мало того, что мы не имеем возможности наблюдать, что солнце куда-то там бьет, так мы еще и меняем, получается, условия обстановки. Плавненько переходим. Понятно, что очень все неприятно в шумах, но это ночь, ночью все так снимают. И я считаю, что снимает довольно неплохо. Опять же, по мне. Вот фронталка позорная, 1080p 30 fps. И тест при езде ночной. Напоминаю, что фронталка в принципе не фонтан 1080p 30 fps, но еще и ночью ее смысла вообще нет. Немного примера ночной съемки при поездке. Разумеется, ветер только задувает, скорость довольно высокая, и все равно смартфон по мне кое-как, но справляется. Опять же, разумеется, снимаю все с одной руки. Если вы видите обзор, значит смартфон у меня не улетел. Немного ночного пляжа, 4К 60 fps. Буквально еще 5 секунд для видов.
Ну и разумеется, 4К 60 FPS, куда съемка может быть без ночного пляжа. Ночью, час ночи, и неплохо снимает. Опять же, надо смотреть исходники. Исходники буду скидывать в телегу взаимопомощи, либо в телегу личную. С автофокусом, ну мы уже помним, да, неплохо. Обучаемая камера. Здесь не так темно и дружит. Только что снимал фото, и с этим источником освещения, получается, все, что вы видите, было мутное. Не нравится ему два разных типа источника с разной цветовой температурой при фотографии. Немного предметной съемки в ночи. Вот так. Вы сможете снимать с одной руки. И еще в 1000-й раз. Почему так много видео? Все очень просто. Это основа стоимости любого смартфона сейчас. 4К 60 FPS, очень громко, но вот так вы сможете снимать. 4К 60 FPS, Макдональдс, и вот так будете снимать, если окажетесь в Маке. Снова автофокус. Хорошо все. И фронталочка абсолютно убогая в этом помещении. Вот так она будет снимать вас в помещениях. Еще и свет мне нравится. 1080p 30 FPS, если честно, даже желания особо тестировать камеру эту нет. Почему? Потому что, ну, ультра неприятное разрешение. То есть, мне кажется, что в смартфоне за такое количество долларов они просто обязаны были как минимум сделать 1080p 60 FPS. Но они этого не сделали, поэтому довольствуемся тем, каким образом фронталка может снимать в идеальных условиях обстановки. Вот на эту камеру, разумеется, я уже писал вход, вы его видели. И насколько хорошо фронталка снимает? Хорошо. Хорошо, когда у вас в лицо бьет свет с 3 ламп галогеновых, и помимо этого еще и с окна идет источник освещения. А когда в темноте, вы видели прекрасно, что она, ну, справляется так себе. Детализация, да, неплохо, но еще раз повторяю, что 1080p 30 FPS это как минимум прошлый век и точно не уровень для данного девайса, даже близко. А насчет, не заметил ли я, каким образом схитрили Xiaomi и уменьшили плотность, не увеличили, точнее, разрешение, как могли бы, я заметил, я думаю, вы тоже. Поэтому и автономность 9 часов, потому что у нас экранчик не такой же, как в 13 Pro, нет, Quad нет у нас. Ну, ничего, молодцы, почему? Потому что по мне здесь даже избыточная плотность пикселей, тебе хватает, мне конкретно хватает по полной программе, кому не хватает, и кто считает, что нужно везде пихать что-то фантасмагорично-фееричное, чтобы, ну, это, понятно, гасило экран намного быстрее и намного быстрее пожирало автономность, пишите, мне интересно ваше мнение. 4К 60 FPS, разумеется, максимум 8К возможно, HDR не подключен, вот так примерно у вас будет снимать камера объекта. Да, и вот я тоже видел чуть-чуть раз фокус у листиков. А к чему это все? К тому, что снимает она неплохо. Идеальным не назвать, опять же, я считаю, что у всех проблема одна и та же, это автофокус, с одной стороны. С другой стороны, примеров вы уже видели даже в сравнении с iPhone 14 Pro Max вполне достаточно. Если брать автофокус днем, разумеется, он работает намного быстрее, чем ночью. Если надо еще с чем-то запилить, я думаю, что я обзоры запилю, сравнение запилю, и у вас будет возможность сравнить. X30 здесь при зуме на фото работает, ну, бесполезно абсолютно по мне. То есть X10 еще нормально. Надо ставить на штативе, делать X10, и это будет предел. Если говорить о X6, ну, опять же, вот, ну, поставите вы даже на штативе, какую вы картинку получите. Зума я бы всегда забывал. Если говорить о чем-то другом, ультраширик может работать максимум в 4К 30 FPS. Когда я снимаю, у меня постоянное ощущение, что это дело все люто подтормаживает. Но опять же, это, наверное, все-таки просто после 60 FPS. Если говорить о, собственно, возможностях, ну, вы видите сами. Ультраширик это всегда про красоту, когда вам не хочется покупать GoPro, и вы думаете, что что-то может ее заменить. Спойлер, нет, не может. Можете посмотреть обзор на Pixel 7 у меня на канале. Там я как раз сравнивал его с GoPro, и, ну, мягко скажем, все плохо у смартфонов. Все как мы любим, это съемка в лифте, без всяких прикрас. Почему? Потому что то, что снимает сейчас Xiaomi на фронталку, прекрасно не назвать. Не будем портить ролик. Вы все поняли, я все понял. Основная камера 4К 60 FPS, и здесь значительно лучше, разумеется. 4К 60 FPS, недостаточно освещения, притом источник, как вы видите, идет из окна, теней хватает.
Но в целом, сейчас посмотрим, как это все дело будет справляться и какие шумы в неосвещенном объекте. Ну, неплохо. Неплохо. Но опять же, надо все смотреть, когда у нас появится экран большой. Либо вам уже хорошо видно. Мне нравится. А вот здесь я подключил HDR 4К 24 FPS. И чтобы никто не говорил, что ты Xiaomi специально хейтишь и не снимаешь красивых видов, вот вам красивые виды. По поводу 60 FPS без HDR тоже сейчас в этой локации увидите. На штатив надо такие штуки ставить, конечно. На штатив. Это 30 FPS, уже плавнее. И теперь без HDR мы можем развернуться. Почему? Потому что это уже 4К 60 FPS. Плавности достаточно для того, чтобы иметь возможность гулять и что-то там снимать. Может быть, воробушков, может быть, каких-то других птичек. Можно даже X проверить. Лучше не проверять, просто снимать птичек. Потом, если что, просто кропать. И в целом вот так. И, разумеется, двойное видео. Можно в режиме реального времени менять квадратик. Все, как мы любим, можно в режиме реального времени ставить, менять местами картинки. Сейчас попробуем. Есть. И в целом можно делать фотографии, можно ставить на паузу. И штука эта, по мне, понятно, у кого появилась у первого, но очень много ей людей пользуются, потому что у вас фактически прямо с собой как студия. Представляете, мы там 10 лет назад бы могли подумать, что мы можем в 4К снимать на основную камеру одновременно, снимать себя одновременно, притом довольно неплохо, пусть даже в 1080p. В принципе, это телевидение. И помимо этого иметь неплохой звук, все это портативно. А кто-то говорит, что техника не двигается вперед. Еще как двигается, мы теперь еще и телефоны топим. То, на что мы снимаем. Сейчас вы можете еще оценить, насколько шумодав хорошо работает, потому что там работает перфоратор. Я говорю на фронталку. По идее, вы шумов сильно много слышать не должны. Но, как говорится, идеи-то бывают разные. Минусы: старый разъем USB Type-C, система безопасности лично, как по мне, хромает, нет 4К для фронтальной камеры и даже 60 FPS нет. Маркий корпус, шим переваливает за 30%, нет хотя бы 7-го бенда для 4G, нет мини-джека и нельзя расширить внутреннюю память, вставив microSD. Ну и поскромничали они с экраном. Могли бы плотность пикселей завести повыше. Понятно, что автономность бы пострадала и стоимость чуть-чуть, но она и так здесь приличная, эта стоимость. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, также смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. В скидках я всегда размещаю то, что покупаю сам. Что-то интересное, вкусное, приятное и по хорошей цене. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Нас там 14 тысяч человек. И резюмировать я бы хотел на него довольно просто, я думаю, вы догадываетесь. На данный момент я могу сказать, что из всего, что я тестировал от Xiaomi, это самый сбалансированный смартфон, который я у них видел, и он идеален для покупки. Почему, я объясню на пальцах. Он по размерам ни на что не похож вообще. По ощущениям его не назовешь, разумеется, игровым, но играть в него классно. Его не назовешь, разумеется, идеальным для съемки, потому что есть вещи, которые снимают лучше. Автофокус, повторяюсь, лучше у яблока. Если брать объем картинки, при любом раскладе мне все равно все еще импонирует Huawei. Если говорить об универсальности тех же фронталок, то это Samsung Megatop вместе с яблоком. Но эту штуку они сделали таким образом, что она подойдет под любые сценарии использования, и она всегда для вас, как для пользователя, будет удобна. Здесь есть все. И беспроводная зарядка, и обычная зарядка, которая вряд ли убьет аккумулятор в ближайшие 2-3 года, ни на каких там 200 ватт нету. 67 ватт, пусть скромненько, но все равно. Да, здесь и нет мини-джека, но здесь есть защита от влаги, вы спокойно можете его, как и я, топить. Напоминаю, что все тесты, все было сделано до того, как я его топил, и чтобы в 1000-й раз вы не забыли про это. Поэтому вы можете делать выводы сами, разумеется, лучше приобретать глобалку, разумеется, я не фанат Xiaomi вообще нигде и никак. По мне, 13 Pro лютый оверпрайс. Сейчас за этот даже смартфон, на который вы видите обзор, вроде бы просит огромных денег, но это смотря как смотреть. Я сейчас объясню на пальцах почему. Потому что можно вспомнить Asus 9 Zenfone, который был компактом по-настоящему. Этот, разумеется, больше, но не намного, опять же. То есть его тоже можно назвать компактом.
И то, что ты получаешь в Zenfone, и что ты получаешь в уже обкатанной тысячами, миллионами человек в оболочке от Xiaomi, это небо и земля. Есть ли у Realme подобные аппараты? Нету. Хотя, опять же, фанат бренда BBK. Если говорить о Vivo X90 Pro Plus, когда я его тестировал, когда у меня был обзор, ничего фееричного или супер фантасмагоричного я сказать про него не могу, потому что он начастую проигрывает даже iPhone 10 по автофокусу, когда вы снимаете объекты, а я снимаю постоянно на телефоны объекты. То есть Sony FX3 у меня только для распаковок и вот таких входов. Я могу сказать вам кратко. Xiaomi сделали все, что могли, они сделали это хорошо. Лучшего вряд ли можно ожидать в ближайшее время. В этих габаритах, если они вас устраивают, помним, что телефон чуть-чуть пузатый. Если вы будете использовать его в чехле, потому что без чехла он похож на дошманский Китай, особенно после, не знаю, часа использования, однозначно девайс да. Ставим лайк за труды, пишем в комментариях, хотели бы вы еще подобные обзоры. Подходят ли они вам? Потому что здесь, наверное, слишком много аналитики, с одной стороны. С другой стороны, может быть, как раз ее и достаточно для того, чтобы иметь возможность сделать выбор. В телеграм-канале моем личном я скидывал много тестов. И этого устройства тоже. Много примеров фото и видео не в сжатом виде. Пишите, я пока его продавать, посылать не буду. Может быть, еще с ним похожу. Положительные эмоции уровня вау от него. Нет вау-эффекта, но от положительных эмоций есть эффект вау. Почему? Потому что, может быть, сенсор здесь и не супер крутой, но играть почему-то удобно. Может быть, у него GPS не супер быстро ловит, но прям стабильно. Может быть, у него не супер стабильный процессор в плане стресс-тестов, но когда ты его используешь на том же Твиче, никаких проблем у тебя с ним нет. И вот это вот все из разряда на тоненького, а на выходе мы получаем отличный девайс. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту прямо очень-очень сильно. Приходите на стрим-розыгрыш 30 января, потом 28 февраля. Так каждый месяц у меня. Приходите на прожарки, приходите на прожарки на Твиче, когда я тестирую устройство на автономности, параллельно возможность стримить в Твиче. Повторяюсь, девайсу да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.